Windows Millennium Edition. Что это было? Попытка упростить Windows 2000 для тех, кто привык к 9X? Может быть, попытка хайпануть на громком слове, когда наступал 2000 год и этот рубеж назывался Миллениумом? Или просто лагучая, поспешно выпущенная ошибка? Что ж, давайте установим и посмотрим своими глазами. И воспользуемся тем, что больше всего нравилось мне в Windows, как мы его называли, Linoleum Edition. Конечно же, сделаем фильм в Movie Maker. С вами Владлен, присаживайтесь поудобнее и давайте установим Windows Millennium. Вспомним, как все было. Надеюсь, у нас не вылетит ни один синий экран, потому что эта версия Windows славилась своей нестабильностью. Огромная благодарность ребятам, которые поддержали наш скромный проект. Вы тоже можете поддержать, кликнув по ссылке в описании и отправить любое сообщение за соточку. Каждая соточка пойдет нам на шаверму. И огромная благодарность нашему постоянному инвестору Максиму Краснянскому. Ну что ж, поехали! Вставили мы загрузочный диск Windows Millennium, и он сразу предлагает нам обновиться, но мы немножко повременим, посмотрим, что у нас на диске. Для начала установим демонстрационные образцы, и мы видим вот такую замечательную программу, которая будет нам показывать заставку. Немножко странно она выглядит. Если вам нравятся старые такие заставки и рекламы, Ninel как раз их обозревает. Сейчас как раз готовится выпуск с обзором вот этих вот демок с Windows Millennium. Советую посмотреть на нашем канале. Ну а далее нас встречает каталог, в котором мы можем посмотреть, какие там продукты сделал Microsoft. Опять же, это Ninel. Нас интересует сегодня не это. Боже, какая шедевральная музычка на FM-синтезаторе. Это прекрасно. Боже, там еще и титры в конце. Ну совсем майки заморочились. Давайте запустим сетап, чтобы посмотреть Windows-версию установки и послушать чарующий стартовый звук. Да, довольно-таки красиво. Мне, кстати, честно признаться, очень нравится дизайн Windows Millennium. Не скажу, что мне нравится сама система как таковая. А вот дизайн действительно потрясный. Прямоугольные формы, градиенты, логотипчик классный. Вообще все, что мне нравится. Обновить с помощью этого дистрибутива мы не сможем, поэтому нам придется устанавливаться с чистого диска. Кроме того, я хочу сохранить Windows 98. Она нам понадобится для тестов, которые мы делаем. Мы делаем DOS-тесты, заполняя нашу табличку. А DOS в Windows Millennium, так сказать, недоступен. Вернее, фактически там есть MS-DOS 8, но им нельзя воспользоваться в реальном режиме, нельзя загрузиться в чистый DOS, и даже режим эмуляции MS-DOS в Millennium отсутствует. Вот так они хорошо его запрятали. Поэтому пойдемте соберем новый кудактер и начнем с чистого листа. Вот такой вот у нас компьютер, прям как был у меня в нулевых. 233 Celeron, 64 мегабайта памяти, жесткий диск 30 гигов Quantum Fireball. И стартуем мы с CD-ROM диска Windows Millennium. Выбираем установка Windows. Загружается драйвер CD-ROM, и мы видим приветственный синий экранчик. Нажмите Enter, чтобы установить Windows Me. Далее все выглядит так же, как и в других 9X виндах, 95 и 98. И мы видим графическую часть установки. Вас приветствует Windows Linoleum Edition. Программа установки благодарит вас за выбор Windows Millennium. Сами вы его сделали или его сделали для вас, это лучший выбор из оставшихся. Папка C Windows, конечно. Так, поиск установленных компонентов, поиск свободного места. Обычная установка. Установить рекомендуемые компоненты. Введите сетевое имя. Страна Россия. Город Москва. Переход на летнее время нам не нужен. Далее он попытался создать загрузочный диск. Кстати, на загрузочном диске единственный реальный MS-DOS, версия 6. Другими способами в Millennium воспользоваться DOS не получится. И мы приступаем к копированию файлов. Как говорится, помчали, пацаны, почитаем, обсудим нововведение. Windows стала значительно лучше, как и каждая другая. Windows Millennium наиболее полно поддерживает цифровые устройства и предоставляет улучшенные средства для работы с пользователя домашних сетей и интернета. Совершенные технологии. Подождите, уже же в 98-й были совершенные технологии. Этот выпуск включает сотни улучшений и новых возможностей, разработанных с учетом мнения пользователей и опыта эксплуатации продукта. Кажется, пользователи писали, что в 98-й было слишком мало синих экранов. Да, Millennium славилась своей хрупкостью и разваливалась гораздо быстрее 98-ки SE. Кто пользовался, подтвердят. Быстрее и проще. Быстрая загрузка Windows Millennium позволяет немедленно приступить к работе. Для экономии места новые настраиваемые меню состоят только из часто используемых команд. Ой, я помню эту тему.
когда скрывались некоторые пункты меню, которыми редко пользовались. И бывало, что ты просто не мог найти пункт меню, которым ты пользовался не слишком часто. Слава богу, от этой практики отказались. Никогда еще подключение к интернету не было таким простым и быстрым. Мастер подключения интернет помогает настроить систему и подключиться к нужному поставщику услуг. Ну, такие себе описания, вода какая-то. Интеграция с Internet Explorer, появился Outlook Express, хотя он вроде раньше был. Служба MSN сервис — это мессенджер, встроен в систему, но все равно пользовались ICQ. Улучшенные домашние сети, увлекательные в часы досуга, компьютер превращается в настоящую платформу для развлечений. В общем, все то же самое, что и в 98-й. Играть стало интереснее. Представляете, даже неинтересные игры стали интересные. Проигрыватель Windows Media Player 7 впервые предлагает полностью интегрированные средства работы с мультимедиа, включая средства воспроизведения звука с качеством компакт-дисков, интернет-радио и многое другое. Но все нормальные люди все равно пользовались медиаплеер классиком. А вот это, пожалуй, интересно. Создание собственных фильмов. В Windows Millennium включен Movie Maker, позволяющий создавать и редактировать собственные видеозаписи, добавлять в них комментарии, музыку и звуковые эффекты. Фильмы, создаваемые в Movie Maker, так малы, что их легко отправлять друзьям, родственникам или по электронной почте. Также публиковать в интернете. К слову, друзья мои, сегодня там-там-там барабанная дробь. Мы с вами создадим фильм в Movie Maker. Боже, вы вспомните, какая это ностальгия. А результат я выложу в Telegram. Можете сами оценить, какое там качество. Цифровая фотография становится все более популярной, позволяя использовать компьютер. Windows Me упрощает передачу изображений со сканера или цифровой камеры. Вы получаете такие операции, как поворот, печать, отправка изображения по почте. Для этого даже не требуется отдельного ПО. А вот это смешное. Улучшенные средства работы. Сотни изменений и новый набор мастеров и гибких инструментов Windows Millennium помогут обеспечить стабильную работу компьютера. Боже, кто в Windows Millennium сидел, то в цирке не смеется. Средства восстановления системы можно даже не читать, оно все равно херово работало. Простота обновлений. Не забывайте посещать это веб-расширение Windows Millennium. Надо же, даже Windows Update у него был классно. Улучшенная справка для девочек, потому что парни не читают мануалы. Поддерживает много нового оборудования, понятное дело. Доступно каждому. Каждому, у кого есть компакт-диск и компьютер. Понятно. Спасибо за ваш выбор. Не забудьте зарегистрировать копию Windows Millennium. Блин, мне уже столько Windows надо регистрировать. Где мои все регистрационные карточки? Ну и, в общем-то, докопировались файлы, и мы уходим на перезагрузку. К слову, Windows Millennium действительно загружается довольно быстро. Настолько быстро, что мы никогда не успевали рассмотреть эту картинку. Для вас я поставлю паузу. К сожалению, она мелькала всегда на пару миллисекунд. Я в юности даже пытался сфоткать ее на цифровой фотоаппарат, чтобы рассмотреть. Вот как она выглядит. Кстати, очень красивая, на мой взгляд. Идет настройка самонастраивающихся устройств Plug and Play. И после этого система предлагает нам ввести фамилию, имя, отчество. А также непонятный набор букв, которые я обычно угадываю от балды. После введения серийника идет перезагрузка и снова настраивается устройство Plug and Play. И дальше винда делает последние штрихи, такие как панель управления, программы главного меню, настройка справочной системы, запуск приложений, настройки, что это такое непонятно, и конфигурирует систему. Для чего-то здесь нам показывают ход выполнения компонента и общий ход выполнения. Для чего это сделано, не очень понятно. Потому что какой компонент мы все равно не видим. Осталось меньше минуты, и вот снова перезагрузка. И теперь уже система у нас включается. Реально очень быстро. Введите имя пользователя. Что, реально? Блин, а почему бы он там сразу не отображался? Ладно. Обновление параметров системы. Обновление базы данных драйверов. Ну ладно, потерпим, подождем. Что не сделаешь ради линолеума Шиндовса. И, наконец, система у нас включается. Почему не было стартового звука? Это вот непонятно. Звук у нас хотя имеется. Давайте установим драйвера на видяху. Так, указать расположение. Выбираем. Я нашел в интернете драйвера для S3 Trio 3D. И у нас все установилось. Перезагружаемся. Смотрите, у нас уже нормальная полноцветная палитра, и мы можем щупать винду. О, да, я помню этот звук. Блин, вот по дизайну и по оформлению Millennium вообще отличный. Жалко, только такая лагучая. Давайте заглянем в DXDiag. Да, наш Celeron 233, 64 мега. Кубик у нас крутится. А теперь предлагаю вспомнить то, как выглядел Windows Millennium. Посмотрим, какие там были фаны, заставки и прочее. А потом пощупаем Movie Maker. Ну, давайте. Идеально.
Новые чипсы «Курлык» со вкусом голубиного мяса. Темные — сизый голубь, светлые — свадебный голубь. Только крыло, только натюрель. «Курлык». Клюй мое. Итак, для начала актив десктоп. Да. И посмотрим старые добрые обои. О боже, сколько ностальгии. Так, подождите, нужно растянуть на весь экран, а то так не камильфо. Вот, боже. Как давно я не видел эти обои. Не скучные обои. И опять же повторюсь, дизайн просто шикарный. Логотип, сами эти квадратики, я прям пищу с него. Наверное, мой любимый дизайн Windows. Если бы можно было его вернуть в Windows 11, было бы вообще круто. А еще мне очень нравится цвет фона окошек. Он не серый, а такой вот розоватый. Вот эти обои, она тоже была популярная. Да. Еще мне очень не нравится, когда не отображается содержимое окна при его перетаскивании. Это надо обязательно включить. Угу. Да, красота, лепота. Зимний лес. Замок. Шикарно. Замок семьи Амона. Хотя, что я об этом знаю? Золотые лепестки. Вот что, Йосемити? Что такое Йосемити? Наверное, какое-то географическое название. Лампа? Это обоина называется лампа? Действительно лампа. Большая такая огромная лампа. Еще геомагнитные бури иногда вызывает. Лампа как лампа. Навес. Почему навес? По-моему, это какая-то разрушенная хибара, загнивающая. Ну, навес так и навес. Лампа, блин. Образец. Неплохо. Океанская волна. Осенние воспоминания. Песок. Действительно, песок. Все обои знакомые до дури. Что это? Полет? Слушайте, это, по-моему, мормышка для рыбы, а не полет. Рай. Во! Наконец-то нормальный вид Краснодарского края. Если есть у нас ветера, это Краснодарский край. Родная Кубань. Классика, классика. Так, что тут у нас? Затмение. Так, ага, установка. Циновка, утес. Ну, утес так утес. Давайте посмотрим еще скринсейверы. В мире Windows. Классический скринсейвер, по-моему, со времен еще Windows 3X он существует. В общем-то, Windows Millennium не сильно отличаются хранители экрана. Так, это слайд-шоу. Лабиринт. Не сильно отличаются хранители экрана от Windows 95, по-моему, они те же самые. Однако в предыдущих обзорах Windows мы с вами не смотрели скринсейверы, поэтому можно насладиться ими. Кстати, у нас ходила городская легенда о том, что вот в эту игру Лабиринт, если нажать определенные клавиши, в нее можно реально поиграть, походить по этому лабиринту. Но на самом деле, конечно же, это миф. Это всего лишь заставочка для того, чтобы не выгорал люминофор на вашем LT-мониторе. Интересно, кто-нибудь сейчас пользуется этими скринсейверами? Не слышал об этом. Напишите, ребята, в комментарии, может, правда кто-то использует какой-то скринсейвер. Раньше, помню, были всякие прикольные, там, с аквариумами и прочее. Как-нибудь посвятим этому отдельную передачу. Летающие объекты, летающий флажок Windows. Тоже такой классический скринсейвер. Метаморфозы. А это вот как раз то, что вы, скорее всего, видели на школьных компьютерах, на компьютере учителя, например. На почте, я помню, у нас стоял компьютер на почте, и вот у сотрудницы постоянно крутился вот этот летающие объекты. Либо текст. Текст тоже тут имеется, OpenGL тут написано по умолчанию. Ну, там можно написать все, что угодно. Например, Владлен будет летать Владлен. Летучий Владлен, летучий голландец, каналы интернета. О, ну это вы узнаете, наверное, по Дружко Шоу. У него на заднем фоне был такой вот трубопровод. Тоже классический скринсейвер. Даже, знаете, ностальгичный, я очень давненько их не видел. Не пожалел, что посмотрел. Какой был ваш любимый, ребят? Напишите, какой у вас стоял скринсейвер в 90-е годы. Потому что в 90-е годы по-любому у вас стоял какой-нибудь скринсейвер. Ну а теперь, друзья, давайте насладимся самым главным, чем подкупал Windows Millennium. Конечно же, это встроенным редактором видео Movie Maker, который... учебник. О! Я уже и забыл об этом, представляете? Учебник еще и с таким классным саундтреком. Пляши, танцуй. Ну, учиться мы в нем работать не будем, потому что мы уже умеем. Так, выход. Давайте прежде всего добавим файлы. Файл... Так, импорт. У меня есть несколько видеофайлов, заготовленных специально для этого. Давайте возьмем вот логотипчик, вот это, вот варкрафтик и вот это еще. Окей. Файлы у нас импортируются. На самом деле, это, конечно же, не Sony Vegas и не Adobe Premiere Pro. И возможности для редактирования здесь, наверное, в 100 раз хуже, чем в CapCut.
Так, и импортируется очень долго. Впрочем, чего вы хотели от 233-го Celeron? Это не вам не Core i9 и не Threadripper. Ну давай, ну совсем долго. О, все, спасибо. Так, значит, вот у нас есть клипчик. Мы можем его перетянуть на таймлайн. Мы не можем его обрезать, но можем воспроизвести. Да, и как мы видим, он воспроизводится у нас. Некоторые видео почему-то он разбивает на клипы, видимо, слишком длинные, больше 5 секунд. Либо он видит различные сцены. Впрочем, каждую из этих сцен мы тоже можем выкинуть на таймлайн. Как вы понимаете, редактирование здесь весьма себе примитивное. Также мы можем импортировать картинку. Давайте вот импортирую какую-нибудь картинку. Например, комикс про Нику. Что, не видели? Ну это потому, что вы в 2001 в интернете не сидели. И как вы видите, больше ничего в этом редакторе мы сделать не можем. Ни эффектов, ни текста не наложить. Зато склепанное видео мы можем смело экспортировать. Среднее качество. Давайте выберем среднее качество. И сохраним на наш жесткий диск. Итак, пошел процесс рендера. Или он завис? Ты завис, родной? Господи, сколько? 320 на 240 картинка. 320 на 240. 15 FPS. Так долго рендерится? Ну ладно, окей. Итак, все готово. Давайте посмотрим итоговый файл. Боже, он воспроизводится. Правда, такое ощущение, что он немножко лагает. Ну, может быть, это проблема нашего Pentium 2. Нужно выкинуть его в наш хост-компьютер и посмотреть. Результат, кстати, я выложу в Telegram, поэтому заходите. У нас вообще в Телеграме очень интересно, целое уже комьюнити небольшое. Общаемся, делимся артами, обсуждаем самые смешные комментарии и все такое. Ссылочка на мою телегу в описании. Ну а теперь насладитесь тем, что получилось в итоге. И да, если вам интересно посмотреть медиаинфо, то это VMW файл разрешением 320 на 240, видеопоток 84 килобита, боже. А общая скорость 100 килобит. Это очень мало. Зато такой файл влезает на дискету и весит всего 250 килобайт. Да уж, вот такие были видосяны, пацаны. И это считалось приемлемым разрешением и качеством. Ну а на этом я хотел бы с вами попрощаться на сегодня. Посмотрели мы и пощупали Windows Linoleum, вспомнили фоны, скринсейверы и даже смонтировали видео в Movie Maker. К сожалению, единственное, что вам не показал, это большое количество синих экранов. Но для этого за компом надо посидеть хотя бы пару дней. И уж поверьте, все начнет сыпаться. С вами был Владлен, ставьте лайк, подписывайтесь и обязательно увидимся с вами в следующих видео. Ну и не пропускайте видосы от Нинель. Ну а теперь самое время написать комментарий. Напишите: Владлен молодец, если не знаете, что написать. И идите с миром. Всем добра. Пока-пока.